Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Я буду очень рад, если вы подпишитесь и нажмете кнопку «Мне нравится». А теперь перейдем к видео. Афра Сарасоглу и Мерт Рамазан Демир снова вместе. После месяцев скандалов, расставаний, громких заявлений и драматичных признаний, то, что казалось невозможным, стало реальностью. Пара, которая неоднократно заявляла о конце навсегда, неожиданно для всех дала своим отношениям второй шанс. Но за этим внешне счастливым воссоединением скрывается куда более сложная, противоречивая и тревожная история. История, о которой большинство предпочитает молчать. На первый взгляд, все выглядит красиво. Недавние совместные фото, улыбки, короткие обнимашки за кулисами светского мероприятия, взаимные лайки в Инстаграм. Поклонники ликуют. Подписчики обсуждают возможную свадьбу. Желтая пресса уже выдумывает даты, локации и списки гостей. Но, как выясняется, реальность гораздо менее романтична. Источники из ближайшего окружения пары сообщают, что примирение Афры и Мерта не было ни спонтанным, ни искренне эмоциональным жестом. По словам нескольких информаторов, это был расчет. Причем с обеих сторон. После болезненного расставания, сопровождавшегося резкими комментариями и обвинениями, карьера обоих звезд пошатнулась. Мерт, потерявший несколько выгодных рекламных контрактов, столкнулся с волнением со стороны фанатов, обвиняющих его в лицемерии и лжи. Афра, в свою очередь, оказалась в еще более сложной ситуации. Предложение о съемках в крупнобюджетном проекте оказалось под угрозой из-за имиджа конфликтной и нестабильной актрисы. Все изменилось, когда их агент, один и тот же, к слову, предложил им восстановить союз. Не обязательно искренний. Главное – убедительный. Точка. Вид, что снова вместе, якобы было сказано. Народ любит истории любви. А индустрия – еще больше. Точка. Сначала оба сопротивлялись. Афра, уставшая от давления и боли, говорила друзьям, что не сможет снова поверить человеку, который ее предал. Мерт, в свою очередь, был уверен, что ничего уже не вернуть. Но с каждым днем ставки становились выше. И однажды они сели за стол переговоров. Не как влюбленные, а как союзники в битве за собственную репутацию. И вот, они снова пара. По крайней мере, на бумаге. Но реальность, по словам очевидцев, выглядит иначе. Вне камер они почти не разговаривают. На совместных ужинах – напряжение в воздухе. В гримерке – тишина. Они как актеры, репетирующие роль, которую больше не хотят играть, заметил один из технических работников съемочной группы. И это еще не все. Появились слухи о третьем лице в этой истории. Некий режиссер, с которым Афра якобы начала близкое общение в период разрыва с Мертом. Источник утверждает, что эти отношения были эмоционально насыщенными, но закончились, когда появилась возможность воссоединения с Демиром. Некоторые утверждают, что именно этот мужчина пытался отговорить Афру от возвращения. Безуспешно. Мерт, в свою очередь, не без оснований подозревает, что у Афры до сих пор остались чувства к другому. По словам его близких, он ревнует, но молчит. Ведь слишком многое поставлено на карту, в том числе и новый сериал, где они играют влюбленную пару. Инсайдеры говорят, что сценаристы проекта постоянно меняют сюжет, подстраиваясь под настроение актеров. Один день – жаркие сцены, другой – полное отстранение. Съемки продвигаются мучительно медленно, и вся команда уже давно устала от эмоциональных качелей главных героев. Однако есть и те, кто утверждает, чувства все-таки остались. Что бы ни происходило – фальшь, манипуляция или выгодная игра – химия между ними жива. Иногда, когда никто не смотрит, они все же переглядываются. Иногда смеются, искренне. Иногда тишина между ними наполнена гораздо большим, чем просто обида. Может, все началось как шоу, говорит один из членов команды. Но в таких историях всегда есть момент, когда ты не понимаешь, ты все еще играешь или уже живешь.
Так что на вопрос, действительно ли Афра Сарасоглу и Мерт Рамазан Демир снова вместе, ответ сложнее, чем «да» или «нет». Они вместе. Но не так, как вы думаете. Спасибо большое за просмотр моего видео, берегите себя и до свидания.